Привет, друзья! Шикарная задача. Я обожаю такие задачи, когда лаконичные условия, дан квадрат, окружность касается верхней его стороны, проходит через две нижних вершины. Окружность отсекает на правой стороне отрезок длины 2 и требуется найти радиус этой окружности. Ну, классно. А много способов атаки, как говорят олимпиадники, этой задачи. Здесь теорема касательной секущей, там подобие всякие, Пифагоры, что хочешь. Я дам буквы А, Б, С, Д, и попробуйте быстро решить эту задачу. Но будут две таких приличных домашних. А, Б, С, Д и МНК. Эти точки. МНК. Ну все, поехали. Я покажу свое решение. Эта задача, несомненно, олимпиадная, ну, такого начального, конечно, уровня. Хотя многие там спорят, это никакие не олимпиадные. Ну, они профессионалы, они ж тут всю жизнь занимаются с олимпиадниками, и со школьниками, и с одаренными. И к ним седьмой и восьмой приходит первый раз на кружок, и ему такую задачу, и, конечно, он ее будет долго еще возить по своей тетрадке. Итак, все-таки дам буквы. А, Б, С, Д. Пока жирным буду чередовать жирный и тонкий, чтобы вы определили, какой все-таки шрифт лучше. Потому что у меня нет промежуточного. Это проблема. Я не знаю, как ее решить. Итак, ну что, первый шаг я, конечно, отмечу центр и проведу радиус, так, в точку касания. Второй шаг проведу перпендикуляр к правой боковой. Третий шаг проведу вот так, чтобы высечь треугольник. Ну, собственно, решение у меня готово. Это О, это F. Ну что, я не буду доказывать, что N серединка BC, сами докажете. Ну, на самом деле, это нужно доказать каким-то образом. Обозначу длину NC половинки стороны квадрата X. Вот так, тогда это сразу X. Вопрос, чему равно CD? CD, CD. Это же сторона квадрата, она 2х, правильно? Ну да, ну да. А вот это тогда чему равно? Вот это чему равно? Это будет 2х минус 2, ЦК двоечка, правильно? Радиус нужно найти. Точно, двоечка. Значит, это будет 2х минус 2. Верно? Верно. Но перпендикуляр, проведенный из центра окружности к хорде, а КД хорда окружности делит ее пополам. Почему? КОД равнобедренный, высота является медианой. Значит, все, это отрезок равен этому. Верно? Верно. Значит, весь КД, который 2х минус 2, я должен разделить пополам. И что я тогда получу? Я получу, что вот этот отрезочек КФ будет равен х минус единица, правильно? Ну, давайте жирным все-таки напишу. Здесь х минус единица. Что осталось? Радиус ОК выразить, и тогда в этом треугольнике смогу применить теорему Пифагора. Но CF радиус, значит, ОН это радиус, и CF это радиус. Напишу CF равно ОН и равно R, равно радиусу. И чему же он равен? Х минус 1 плюс 2. Верно? Значит, вот этот радиус CF равен х минус 1 и плюс 2 плюс вот эта двоечка. Правильно? Значит, все, я получаю радиус наш равен х минус 1 плюс 2х плюс 1, и задачка решена. Все, х плюс 1. Ну, в принципе, почти в одну строчку. Х плюс 1. Ну, все, теперь перехожу на веселый розовый цвет и говорю, теорема Пифагора. Заметим, что стороны этого прямоугольного треугольника отличаются на единичку. Х минус 1, потом х плюс 1. То есть образуют арифметическую прогрессию с разностью равной единичке. Это красивый, известнейший треугольник. Угадайте ответ. Пока бы не решили, то давайте решим все-таки розовым цветом. Значит, что у нас получается? Х минус 1 в квадрате плюс х в квадрате равно х плюс 1 в квадрате. Очень быстро. Х в квадрате минус 2х плюс 1 плюс х в квадрате равно х в квадрате плюс 2х плюс 1. Что уничтожается? Х квадрат, 1 и 1 у нас неполное квадратное. Х в квадрате минус 4х равно нулю. Х выносится, х минус 4 равно нулю. Равно нулю, равно нулю. Вот жирный как бы и неплохо, правильно? Отсюда х равен 4. Х равен 4. Чему ж тогда равен радиус, если х 4? Тогда радиус будет равен 5. Итак, r равно 5, и задача решена. Ответ 5. Ну, присылайте свои замечательные решения. Задача несложная, но сейчас будет посложнее. Посмотрите. В качестве домашней задачи предлагаю найти площадь общей части. Вот почему название такое. Квадратура круга такая получается. Найти S общей части круга и общей части, общей части круга и квадрата. Ну, при наших, естественно, размерах.
при радиусе равном 5. И вот этой двоечки, правильно? Все. Это для особо одаренных будет. Особо. Это первое, значит. Первое для особо одаренных. А для очень особо одаренных, ну, пространственный аналог. Это вообще, ребята, вишенка на торте. Жалко, что у нас все боятся стереометрии, не знают ее. Даже ветераны, наши бумеры в кусты бегут, как только стереометрии. У нас просмотров в 3 раза меньше по стереометрии. Хотя там столько шикарных задач. У меня около 1000 красивейших задач, и я не могу их дать, потому что вот никто не шарит в этой стереометрии. Довели до ручки. Дан куб с ребром 4. Сфера касается верхней крышечки и проходит через вершинки нижнего основания. А, Б, С, Д найти радиус этой сферы. Ну что ж, попробуйте решить эту задачку. Я с вами прощаюсь. Решив ее, получите кайф. Полное удовольствие, я уверен. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.